Друзья, привет! Это Хостер Гараж, и сегодня у нас технический выпуск. В этом выпуске мы будем снимать GBC на Z16XER. Забегая вперед, в конце видео мы обсудим нюансы отличия той же процедуры от Z18XER. Там есть парочку отличий. В остальном все показанное далее может быть применимо и на 1.8 моторе. Это первая часть в блоке. Материала очень много, поэтому мы будем делить на части. Каждая часть выходит на полчаса. Больше нет смысла делать выпуски, потому что, это, во-первых, тяжело смотрится, несмотря на то, что выпуск полностью построен из действия. То есть там нет воды, идет полностью просто работа. Съем, установка, и следующие блоки уже будут по обслуживанию, дефектовке и переборке ГБЦ. Поехали. Сразу в бой. За кадром осталось снятие защиты, слив антифриза, снятие пыльника ремней, снятие колеса, вывешивание автомобиля, морды и отключение второй лямбды от приемной трубы, просто для того, чтобы все это влезло хотя бы в полчаса. Я думаю, эти процедуры уже рассказывать как делаются бессмысленно, потому что все 100-500 выпусков, которые были раньше, во всех, в принципе, все было разобрано досконально. Пока сливается антифриз, пролил ВДшкой соединение коллектора и приемной трубы и отстреливаем гайки. Откручиваем термоэкран от выпускного коллектора. Срезаем стяжку, крепящую проводку к корпусу вентилятора. Отсоединяем фишку вентилятора. Отводим в сторону. Снимаем аккумулятор. Снимаем лоток АКБ. Раз, два. И вот здесь третий винт. Но у меня еще проводка с предохранителем музыки. Отрезаем хомут, у кого есть. Снимаем лоток. Откручиваем винты крепления радиатора. Раз винт. И с другой стороны вот здесь такой же. Освобождаем вентилятор от патрубков. Отводим влево и вытаскиваем. Два винта термоэкрана. По совместительству один является креплением кронштейна провода лямбда зонда первого, а вторая креплением направляющего щупа. Датчик первого лямбда зонда. И вытаскиваем термоэкран. Проливаем винты коллектора. Даем 5 минут и откручиваем. И вытаскиваем коллектор. Еще небольшое дополнение. Перед тем, как снимать кат-коллектор, на видео нету, как я откручиваю кронштейн блока к катализатору, потому что у меня его нет. Здесь кастомный выпускной коллектор без катализатора. У меня нет крепления к блоку. Если вы это делаете на стоковый выхлопной, кроме того, что открутите 3 гайки нижнего фланца и гайки верхнего фланца к ГБЦ, вам еще необходимо открутить 2 винта крепления кат-коллектора к блоку, к кронштейну. Схема сейчас появится где-то здесь. Снимаем разъем датчика температуры впуска. Снимаем воздушный короб. Снимаем впускной патрубок с дросселя. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Шестерни свежие у меня стоят. И, соответственно, ремень еще вон там бирку. Континенталь тоже свежий. Тут, в принципе, все хорошо. Сейчас будем выставлять метки. ВМТ коленвал, шестерни по меткам. И, соответственно, начинаем раскидывать ГРМ, сбрасывать шестерни. Вращаем коленвал по часовой стрелке. И совмещаем метки на коленвале ВМТ, соответствующую риску. Здесь метки должны встать левая чуть выше правой. Ну, сейчас увидите. Берем фиксатор шестерней. И фиксируем
шестерни. Снимаем модуль зажигания. Отсоединяем проводку. Т-40. Сдергиваем болты. Вытаскиваем модуль. Снимаем разъем с клапана адсорбера. Вот такая скоба его держит. Снимаем фишку. Получаем доступ к трубке вентиляции картерных газов. Вот она. Кольцо вот так выводим с трубки. Даже его снимать не надо. Все, фиксация сняла. И просто берем и снимаем трубку с клапанной крышки. Освобождаем проводку у клапанной крышки. Здесь и здесь. Откручиваем клапанную крышку. Снимаем клапанную крышку. Заводим вот здесь за уши, переворачиваем. Снимаем разъемы проводки с блока управления двигателем. Здесь такие вот нажимные пластины, на них нажимаем. Отжали фиксатор, освободив вот эту лапку. Вот здесь вот есть отливчик, в него оп, и тихонечко открываем разъем. До конца его отодвигаем. И он слезает. Раз. И то же самое делаем со второй косой. Отжали. И потихонечку, помогая ему, потому что снимается редко. Попадает туда грязь. Полозиваете пыль, песок, у кого не мыто еще. И освобождаем. Все. Проводку от ЭБУ отключили, отключаем массу и откручиваем ЭБУ с впускного коллектора. Отодвигаем клапан адсорбера, снимаем его с кронштейна. Он на резиночке. Вот так. Потому что кронштейн идет к платформе крепления ЭБУ. Откручиваем массу. Я всегда такие болты мелкие обратно возвращаю, чтобы он не потерялся, когда будем собирать. Теперь откручиваем винты крепления площадки с ЭБУ от впускного коллектора. Раз, два и вот здесь вот 3. Битка Т-30. Болты разные по длине. 2 коротких. Один короткий здесь, другой короткий ближе к башке. Самый дальний это длинный. Под самим блоком управления находится еще один винт крепления к впускному коллектору, поэтому нам необходимо снять сам блок управления с площадки. Той же Т-30. Снимаем блок управления и видим еще вот один винт площадки. Отвинчиваем последний винт. Он тоже длинный. Поднимаем площадку. Здесь ее держит хомут. Его можно перевернуть и просто сжать и вытащить. С этой стороны и проталкиваем стяжку. Так мы сохраняем крепеж. Все, платформу убираем, пока она нам не нужна. Снимаем трубку вентиляции картерных газов с дросселя. Тоже не спеша, чтобы не сломать ее. Она пластиковая и хрупкая. Выводим трубку. Фиксатор
И тянем разъем. Снимаем разъем с дросселя. Теперь надо освободить вот этот жгут проводки, потому что он тоже прикручен к впускному коллектору. Здесь винт. Освобождаем фиксаторы, нажимаем и тихонечко снимаем. Накрываем и стравливаем давление. Если машина стояла, то его там уже не будет. Возвращаем колпачок обратно. Зачем стравливать давление с рампы? В данном случае машина стояла, давления там уже не было. Если вы приступаете к разбору сразу же после того, как приехали на машине, стравливать давление с рампой необходимо для того, чтобы при моменте, когда вы будете снимать быстросъем подачи топлива на рампу, вас не облило фонтаном бензина под давлением. И еще один важный дисклеймер. Съем ГБЦ происходит на холодном автомобиле. То есть комнатной температуры полностью остывшем автомобиле. На горячую это не делается. Снимаем быстросъем подачи топлива на рампу, потому что он нам мешает. Отжимаются вот здесь фиксатор и снизу такой же фиксатор. Потихонечку может пойти топливо немного. Ну, пару капелек. Все, и шланг отводим. Он нам теперь не нужен. Продолжаем освобождать проводку от головы. Снимаем разъем из датчиков распредвала. Положение распредвала. Раз. И два. У нас осталась еще масса к голове. Вот провод. Его тоже надо открутить. Освобождаем массу. Стоим проводки, которые крепятся к корпусу термостата. Гайка на 10 миллиметров. Отводим кронштейн. Получаем доступ к фишке термостата. Ну, у кого как, у меня крузовский стоит наверх. Если у вас оригинальный, он вниз смотрит. Снимаем фишку с термостата. Здесь стандартная джемовская, синий фиксатор и пятка. Пятку не нажмете, пока не отведете синий фиксатор. Нажимаем, снимаем фишку. Все, с этой стороны у нас вот такая борода получается. Свободная часть проводки. Последнее, что осталось, это разъем к датчику температуры на корпусе термостата. Тоже снимаем. Со стороны кузова на фишку, покачиваем и снимаем. Вот такой здесь. Вот она. Вот на эту штуку надо нажать, и она снимется. Все, теперь надо аккуратно освободить вот эту трубку. Снимаем сначала фиксатор. Вот такой. И потом в корпусе, в оригинальном, крутить нельзя, потому что там будет отлив, который не дает ей крутиться. Как только начнете пытаться ее вращать, она сломается. В этом корпусе можно крутить, потому что это алюминиевый китайский корпус. Оп! И живая она. Все отлично. Эта трубка, которую мы снимали вот здесь, вот она идет по ДБУ. Это обогрев дросселя. И приходит вот сюда на дроссель. Снимаем хомут, вот здесь вот, резиновая патрубка. И снимаем трубку, постепенно отщелкивая вот от этих защелок на корпусе впускного коллектора. Сжимаем хомут. Вот так снимаем его. И тихонечко, не сломав трубочку, выщелкиваем ее из защелок на впускном коллекторе. Выводим ее отсюда, не сломав. Перегибать ее особо нельзя, если она у вас не свежая. Если не меняли ее, советую сразу приобрести новую, потому что, во-первых, это узкое место. Во-вторых, снять ее с оригинального корпуса, не сломав, достаточно проблематично. Проводка держится вот здесь к скобе на таком же хомуте. Чтобы его не сломать, также берем загнутые длинногубцы и вот так выводим. Получаем доступ к второму шлангу обогрева дроссельной заслонки, обратки, да? Быстросъемный хомут снизу. Мы его просто вот так оттягиваем, он открывается и шланг выводится. Это нижний шланг на бачке. Сжимаем хомут. Снимаем шланг
Это вторая трубка, вот она идет, вот она. Идет по задней части ИБУ на защелках и приходит к дросселю. В центре прям быстросъем. Здесь его снимать неудобно и очень часто тоже ломаются. Я снимаю дроссель вместе с этой трубкой, поэтому сейчас так и сделаем. Два рифленых упора, двумя пальцами нажимаем и вот так снимаем его. Он нам тоже сейчас в ближайшее время не понадобится. Отводим трубочку. Откручиваем дроссель. Раз, 4 винта. 2, 4. Отщелкиваем трубку обогрева от корпуса впускного коллектора и снимаем вместе с дросселем. Выводим трубку вместе с дросселем. Так, теперь снимаем разъем из 4 форсунок. Короче, вверх поднимаем вот эту фиксатор, вот так. Потом нажимаем вот на вот эту площадку и тихонечко снимаем. Раз, и так со всеми 4 делаем. Снимаем на обратную часть стяжки и выводим из кронштейна, чтобы они нам здесь не цеплялись. Проводки от уха, потому что уши будут перекручиваться, их можно снять с головой, а кронштейн мы просто потом прикрутим к уже установленной голове. Оп. Отключаем разъем, вот этот. Это датчик давления впускного воздуха в впускном коллекторе. Здесь все просто. Отгибаем вот эту скобу и вытягиваем разъем. Находим вот этот кронштейн, вот он, в аккурат под впускным коллектором. И сверху вот здесь у него винт, который крепит этот кронштейн, вот здесь, вот он, к впускному коллектору. Из-за этого он не снимется, если забыть про это крепление. Откручиваем винт. 8 мм головка. Также вот здесь вот есть фиксатор проводки к корпусу впускного коллектора. Также отжимаем усики и выводим крепление. И у кого есть вторая лямбда, ну точнее она у всех есть, у кого еще провод сохранен, вот он, да, он идет вот так вот, вот здесь вот хомутом он крепится. Здесь я не вижу другого способа, как разрезать, потому что не дотягиваюсь. Потом выдергиваем вот эту ответную часть и будем собирать впоследствии на стяжки. Около вакуумника есть часть проводки, вот она, это из косы от термостата, который выходит, уходит вниз. Вот здесь тоже есть фиксатор. Также не забываем отключить вот эту трубку вакуумного усилителя. Он идет от вакуумника. Освобождаем вот этот хомут от проводки, и вот эта проводка, вот этот разъем, ведет к клапану, вот этому механизму изменения геометрии впускного коллектора. Там разъем стандартный, нажимается просто без фиксатора и отводится. Тоже не спешим с ним. И вот здесь у нас еще проводка крепится. Вот здесь хомут последний. Накидываем ключ на 19. Фиксатор берем. Отводим ролик натяжителя и фиксируем его. И теперь снимаем ремень. Ставится вторично, он свежий, поэтому помечаем направление вращения. Но в принципе, если вы уверены, что у вас этикетка стояла ровно и она не стерта на нем, то она должна читаться, когда вы смотрите на механизм ГРМ. Это не принципиально, но так можно ориентироваться по положению ремня. Вкручиваем ролик доп. Агрегат и снимаем его вместе с натяжителем. Отстреливаем шкив коленвала и снимаем его. Скручиваем заглушки. В шестерне нужно 2 механика, один держит. Я не скидываю ГРМ и не снимаю фиксатор, но планки нет. Отпускай. Готово.
И выкручиваем винты шестерней. Снимаем жителя, потому что он не дает снять пластиковый кожух ГРМ. И снимаем кожух. С этой стороны корпус термостата от головки. 4 винта. Еще важный нюанс. У меня автомобиль Z16XER с завода без теплообменника. Соответственно, трубка, вот эта ободного канала, которая идет от корпуса термостата к водяному насосу, она литая. Плюс она имеет еще точку крепления к блоку. Из-за этого она у меня служит кронштейном для корпуса термостата. Поэтому, когда мы с вами откручиваем корпус термостата и поднимаем ГБЦ, корпус остается на своем месте и никаких манипуляций с ним делать не надо. Если же у вас теплообменник, соответственно, у вас эта конструкция будет подвижной. Из-за того, что трубка ободного канала разрезная, она держится только за счет прокладок, поэтому, когда вы открутите корпус термостата от ГБЦ, он получит некую степень свободы на шлангах от печки, шланги к радиатору и, соответственно, трубки, которая никак не закреплена, а просто вставлена в теплообменник. В этом случае вам придется демонтировать трубку эту и запастись заранее 2 колечками на эту трубку ободного канала, потому что в любом случае со своей посадки, на которой она уже обжалась, кольцо уже уйдет, поэтому во избежании течей в дальнейшем надо будет заменить уплотнение этой трубки, ну хотя бы в месте, где она вставляется в теплообменник. Если вы хотите сэкономить на прокладках, тогда можно не откручивать фланец от корпуса термостата, а вытащить корпус термостата с этой трубкой прямо из теплообменника, ну и он будет болтаться на шлангах печки и шланге от радиатора. Итак, освободили впускной коллектор от проводки, ГРМ сняли, шестер не сняли, потому что здесь их снимать удобнее. Открутили винты крепления корпуса термостата к головке блока и начинаем откручивать 10 винтов крепления головки блока к блоку. Есть последовательность снятия и установки этих болтов. По ТИСу ослабить винты в указанной последовательности. Сначала ослабляем все 10 винтов, но на 90 градусов откручивая. Последовательность от краев к центру. «90» дали. Следующий. Ставим 90. Теперь с другого края. И продолжаем дальше. По 90 градусов. Ослаблять. И так к центру приходим. И теперь можно полностью отворачивать. Так, тихонечко снимаем ее. Вместе с впускным коллектором. Старая прокладочка. Итак, друзья, как и обещал в конце ролика, проведем обзор отличий
демонтажа впускного коллектора. То есть отличие по демонтажу ГБЦ на 1.6 и 1.8 будет только в отличии обвески впускного коллектора. Соответственно, сейчас мы с вами посмотрели, как демонтируется впускной коллектор на 1.6 моторе. И давайте бегло пробежимся по отличиям по 1.8. То есть слив антифриза все то же самое, кронштейн, который держит впускной коллектор снизу, все то же самое. Будет отличие по клапану вентиляции бака, который от адсорбера идет. У нас он другой формы, у 1.6, у 1.8 он продольно расположен и маленький такой бачонок. Смысл тот же, надо снять колодку, демонтировать клапан бака спускного коллектора, отсоединить разъем жгута проводов, вот этот, соответственно, здесь просто фишка, нет вот этой скобы, которая хитрая на 1.6, отсоединить трубопровод от впускного коллектора, вот здесь вот резиновый патрубок, мы как и на нашем снимали, только на нашем мы с другой стороны снимали его, а здесь он будет сниматься с противоположной стороны, и отложить в сторону клапана вентиляции бака. Вот это основное отличие. Далее стравливаем рампу, далее снимаем быстросъем с рампы, дальше снимаем трубку вентиляции КВКГ. Дальше вот здесь они рекомендуют, потому что здесь будет короткий провод, снять жгут проводки. Это правая часть ГБЦ рядом с аккумулятором, да, вот он бачок антифриза. Проводку, колодку с кронштейна снять. У нас здесь просто прикручено кусок проводки, а на 18-м здесь разъем зафиксирован. Далее снятие дросселя. Здесь более наглядно, кстати, показано, где спрятан разъем управления геометрией впускного коллектора. На 1.6 на схемах такого скриншота нету. Это правая часть, здесь вот бачок антифриза, и вот спрятанный вот этот вот кусок проводки, который уходил в видео, и потом я показываю только разъем, потому что ну никак камерой не подлезть. Вот здесь этот разъем очень хорошо виден. В остальном дальше откручивается кронштейн, как и у нас, отключается трубка вакуумника, снимается дроссельная заслонка, и впоследствии в следующих частях, когда мы будем с вами снимать впускной коллектор с ГБЦ уже на столе, будет небольшое отличие по самой форме фланца. Там и другая прокладка на впускном коллекторе. На 1.8, на 1.6 есть отличия. Все, в остальном демонтаж завершен. И на 1.6, на 1.8 процедура идентичная. Ну вот и все, друзья, мы отсмотрели с вами первую часть по работе с головкой блока цилиндров. Соответственно, следующей частью, продолжающей этот выпуск, будет монтаж с заменой прокладки между головкой и блоком. Всем спасибо, что посмотрели. Заранее спасибо за комментарии, лайки и подписки. Если вы смотрите это видео и еще не подписаны на канал, друзья, подпишитесь, потому что это важно. И это единственный показатель актуальности информации на канале. И для YouTube это важно, поэтому это важно для нас, для дальнейшего развития. Не забывайте забегать в соцсети. Всем удачного начала первой рабочей недели в 2022 году. С вами был Хостер Гараж. До встречи в гараже. Пока-пока.